Лес окутал себя осенним туманом, и холодный ветер проносился сквозь густые деревья, шурша ними словно шепотом. Старый охотник. Виктор Прохорович впервые за долгие годы чувствовал, как эта лесная мелодия наводит на него тоску. Он бродил по знакомым тропам, вспоминая времена, когда свежий воздух приносил ему радость. Его рука машинально скользила по шершавой деревянной рукоятке охотничьего ружья. Но на этот раз он не искал жертву. Мысли его были заняты чем-то большим. Вдруг взгляд Виктора упал на объект, выбивающийся из окружения. Он остановился и нахмурился. Маленький дрожащий комочек лежал под корнями поваленной сосны. Приблизившись, он скоро понял, что это слепой волчонок, оставленный на произвол судьбы. Его крошечные лапки задрожали в нежной попытке найти тепло в этом холодном, одиноком мире. У Виктора в груди что-то сжалось, и тут же внутренний конфликт разгорелся с новой силой. Его инстинкты, охотничьи и тревожные, метались в его голове, как военный марш. Он разрывался между желанием устранить потенциальную угрозу и непривычным чувством сострадания. Есть ли у него право лишать жизни это беспомощное существо? Изгнанное, брошенное его матерью? Этот вопрос терзал его. Виктор, обладая многолетним опытом охоты и знаниями о дикой природе, столкнулся с чем-то, чего не мог ожидать — привязанностью к уязвимой жизни. Наконец решив, Виктор наклонился и взял волчонка на руки. Тот дрожал, как крошечная свеча, готовая погаснуть в любую минуту. «Как бы далеки мы ни были друг от друга», — мелькнула мысль в его голове, — «эта жизнь достойна шанса». Стараясь бережно обращаться с находкой, Виктор завернул волчонка в старую тряпку и аккуратно спрятал под своим теплым пальто. С каждой минутой, проведенной вместе, их связь становилась все сильнее. Дорога домой казалась длиннее, чем обычно. Виктор размышлял о судьбе матери волчонка, и вопрос о том, что происходит с ней, мучил его. Осенний лес молчал, как будто прощаясь с последними остатками тепла. Когда он наконец-то приблизился к дому, уже стемнело. Виктор аккуратно открыл дверь и переступил порог. Обстановка была уютной. Теплая кухня, запах свежего хлеба угощал его, но его сердце сжималось от тревоги. Мария, жена Виктора, готовила обед. Ее строгий взгляд при взгляде на завернутый комок в руках мужа мгновенно стал неприязненным. «Виктор, что это?» — спросила она, всматриваясь в его руки. «Я нашел его в лесу», — медленно ответил Виктор с тяжелым вздохом. Мария опустила взгляд и села за стол, сложив руки на животе, а ее так и тянуло потянуться к волчонку. «Ты определенно не собираешься держать это дикое существо здесь? Это волк, Виктор!» Несмотря на страх и недоверие, Виктор продолжал заботиться о волчонке, которому он дал имя Лютый. Каждый день он кормил его молоком, наблюдая, как тот становится более уверенным и игривым. Со временем Мария хоть и скептически, но понемногу принимала его. Каждый раз, когда волчонок пытался поднять свою головку, в ее сердце зарождалось нечто теплое и тало ее решимости. Прошло несколько дней, ожидания и тревоги сменились теплыми моментами. В ту ночь, когда Лютый в первый раз подбежал к правой ноге Виктора, чтобы играть с ним, Виктор и Мария поняли, что их жизнь никогда не будет прежней. Время шло, и с каждым днем волчонок становился все более энергичным и игривым. Научившись с легкостью перемещаться по своему новому дому, он часто нападал на ноги Виктора и Марии, играя с ними как с друзьями. Но вместе с игривостью пришло и осознание. Волк — это не просто милое создание, а животное, обладающее особенностями дикой природы. «Виктор, это слишком опасно», — опять повторяла Мария, когда волчонок с жадностью пожирал оставшиеся остатки еды. «Мы не знаем, как он будет вести себя, когда вырастет.
Но Виктор не мог отступить. Он чувствовал эту неразрывную связь с Лютым, и желание защитить его только усиливало набирающую силу дружбу. Лютый быстро набирал вес, его шерсть становилась все более густой, а глаза — ярче. Он часто напоминал Виктору о собаках, но в то же время не хватало привычных черт домашних питомцев. Дикий дух все еще исходил от него. Первые ночи, когда он спал на возвышении, обняв Виктора, были трогательными, но грусть начинала застилать его сердце. Прошло несколько месяцев, когда собака взрослая, живущая в их доме, заметила, что Лютый становится все более независимым. Его глаза изменились. Сначала они были голубыми, как у щенка, а затем стали ярко-желтыми, полными животной силы. Еда, которую Виктор оставлял на кухне, больше не была только источником пропитания. Теперь она превращалась в объект охоты. Исходя из дикой природы, Лютый начал проявлять инстинкты, охотясь не только на собаку, но и на птичьи яйца. Виктор радовался его достижениям, но проницательный взгляд Марии говорил ему, что их семья только на грани того, чтобы столкнуться с реальностью. Вскоре, как он и предчувствовал, волчонок начал крутиться вокруг деревни, знакомиться с окрестностями и вскоре стал более уверенным в своих силах. Хотя отношения между Лютым и собакой стали дружескими, вначале они сталкивались с тревожными моментами. У них не было согласия о дружбе, и на первое время иногда приходилось делать выбор. В эти эмоциональные моменты Виктор наблюдал за ними, счастливо предвкушая, что его домашние животные способны научить чувствам, которые он забыл — взаимопомощь и дружба. Он чувствовал, как внутренне преображается не только волчонок, но и он сам, открывая для себя новое восприятие жизни. С течением времени Лютый стал частью их жизни. Виктор построил ему просторную конуру во дворе и перевел его туда. Первоначально Лютый скучал по домашнему теплу, но вскоре адаптировался и превратился в сильного, грациозного волка с мудрыми глазами, отражающими наследие его диких предков. Молодые волки, оказавшиеся в этой самобытной жизни, вспоминали о дикой природе, но также и принимали жизнь в деревне, становясь каждыми шагами более человеческими. Соседи, отошедшие от недовольства, теперь обращали внимание на их странную дружбу. Когда Виктор выводил Лютого на прогулку, некоторые из них морщили носы и отправлялись по своим делам, но другие начали задаваться вопросом, не стали ли они способом создать атмосферу, где любовь к дикой природе могла существовать вместе с дружбой. Но не все принимали эту странность. Говорили и шептались, зная, что в их сердце все еще живет страх перед дикими животными. Лютый оставался особенным многогранным участником, демонстрируя свой мир и не отказываясь от дружеских связей, когда это было нужно. Виктор стал гордым. Он знал, что вырастить волка — это не просто услуга природе, а его вклад в спасение существа, которое когда-то могло стать врагом людей. Однажды, когда вечерняя тень опустилась на деревню и мир окутался тишиной, Виктор заметил, что в небе появляется нереально яркая полная луна. И когда он направился к своему курятнику, он обнаружил, что двери распахнуты, и птицы в панике разлетелись по дорожкам. Внезапно Лютый сбежал и доблестно защищал курятник от крупной лисы, воришки, которые скрытно подбирались к домам. Этот инцидент открыл Виктору его собственную правду. Лютый стал не только защищающим его верным дружком, но и реализацией его инстинктов. В самые трудные моменты волк проявлял непоколебимую смелость. Виктор, стоя наготове, понимал, что это нападение не было простым. Перед ним стояла дикая природа, перед которой человек всегда был уязвим. Однако, когда Виктор смотрел на Лютого, который гордо стоял на страже, он осознал, что эта независимость в партнерстве действительно могла проявиться. Вопреки всем ожиданиям, они находили путь к взаимопониманию, и их связь становилась только крепче. Но при наступлении темной ночи Виктор столкнулся с другой угрозой.
Задолго до рассвета он вышел в лес за дровами и услышал мощное рычание. Это был огромный медведь. Его темная фигура возникала среди деревьев, и отчаяние охватило его. Виктор знал, что этот враг угрожает не только ему, но и всему, что он считал своим. Когда он поднимал ружье, внутри у него стоял дрожащий страх. В этот критический момент волк, очевидно почувствовав угрозу, выбежал вперед, как невозможно быстрое молчаливое облачение, защищая своего охотника. Это было самоотверженное проявление единства и дружбы, как будто они связаны невидимой нитью. С каждой минутой схватки напряжение росло. Виктор знал, что медведь — сильное и неумолимое создание, но он не мог оставить своего друга в беде. Он выстрелил несколько раз, и, несмотря на снятые с руки симптомы, животное было убито. Лютый, в свою очередь, получил серьезные ранения в процессе. Когда они вернулись домой, Виктор ощутил на душе бремя вины и благодарности. «Это я виноват в твоих ранениях», — произнес он, обняв волка. Лютый шевелился, несмотря на слабость, пытаясь касаться Виктора, и, казалось, искал утешения. Эта безмолвная связь между ними стала ощутимой. В тот момент Виктор понял, что не только он спас Лютого, но и волк спас его, показывая свое истинное обличие. Лютый, который однажды был просто диким животным, стал любимым членом семьи Виктора и Марии. Как только они узнали, что волк перенес ранение, жители деревни пришли к ним, чтобы выразить свою поддержку. Их уважение возросло к Лютому, и они уже не насмехались над Виктором. Вместо этого жители деревни приносили подарки выздоравливающему волку, включая мясные остатки и угощения, устраивая настоящее торжество. Как легкомысленным было когда-то пренебрегать уникальным существом. Более того, фермеры обращались к Виктору с вопросами об уходе за дикими животными. Слухи о их дружбе распространились. Теперь даже старики рассказывают друг другу истории о том, как выходить на контакт с природой и выстраивать гармонию между собой и окружающей средой. Эти бесценные уроки изменили восприятие дикой жизни не только в их окружении, но и в самих Викторе и Марии. Однако, несмотря на физическое выздоровление, Лютый демонстрировал внутреннюю тоску по свободе. Каждое утро он смотрел в окно, и Виктор понимал, что это не просто волк. Это символ свободы, которая заключена в духе каждого животного. Переходя через каждую этическую границу, Виктор вскоре осознал, что помнить о дикой сущности в этом маленьком существе не значит лишь его удерживать, а, возможно, следует защитить его, позволяя ему стать самим собой. Постепенно, когда Лютый восстанавливался, Виктор чувствовал, что пришло время. Настала пора поговорить с волком о том, как он должен явиться перед лицом дикой природы. Каждую ночь Виктор выходил на прогулку с Лютым и понимал, что волк, ставший для него настоящим спутником, нуждается в чем-то большем. Однажды на вечерней заре Виктор решил, что пора. Прощаясь с волком, Виктор ощутил, что их связь не исчезнет. Он знал, что спас и воспитал Лютого, взяв его под свою защиту, и благодаря этому у него остались мгновения счастья. Лютый был частью его жизни, и эта связь переплеталась с природой, которую Виктор так любил. Наступило полнолуние, и свет зажег ночь настоятельно. Несмотря на душевную боль, он понимал, что сейчас самое время отпустить его. Виктор должен был сделать это, чтобы дать ему снова поднять хвост и обратиться в удар на природу. Во дворе он поднял волчонка и, смотря в глаза, увидел отклик, блистательный огонь, живущий в духе. Однако жизнь Лютого в дикой природе только начиналась. Вскоре после своего освобождения он столкнулся с новой опасностью. На поляне ему встретилась стая из 5 волков. Они были сильны и опытны, их фигуры выделялись на острие лунного света, и Лютый,
будучи в одиночестве, понимал, что ему придется сразиться. Битва была суровой. Одномоментная волна страха накрыла его, когда он увидел, как его противники приближаются. Но внутри Лютый жил дух свободы, и он знал, что это сражение не просто опасность, а его момент, истинный выход. С каждой секундами напряжение нарастало. Он знал, что не может позволить им захватить и подчинить его. Он принял вызов от стаи, проявляя свою силу и лидерство. Бросая на стаю взгляды полной уверенности, он смело встал вперед, готовясь к предстоящему удару. Несмотря на ранения, полученные в жестокой схватке, Лютый ворвался в битву. Обострение родилось через схватку, и, показав свою храбрость, он победил вожака стаи. Это было его утверждение, новое рождение в дикой природе, и несколько оставшихся волков, тронутые его преданностью и смелостью, отступили. Это было не только сражение, но и переход единства. Лютый оставил собой привычные связи, когда он стал частью стаи. Но как же ценен тот момент, когда он осознал, что на самом деле стал историей дикой жизни. Вернувшись домой, Виктор долго сидел в тишине, размышляя о том, что только что произошло. Он понимал, как переплетены судьбы человека и зверя. Его давняя неприязнь к волкам сменилась пониманием, когда он спас и вырастил одну из них. Лютый не только научил Виктора жертвовать ради кого-то, но и пробудил в нем чувство любви, которое выходит за пределы человеческого понимания. Каждую ночь, когда Виктор смотрел на Луну, он слышал ее воет, которая откликалась в его сердце. Это были не просто воспоминания о волке, а искренний символ той глубокой связи, что связывают людей и природу. Он знал, что эту дружбу невозможно забыть. Она уходила в природу, возвращалась к нему, оставаясь между ними. В каждом шорохе листвы, в каждой ноте песни у костра чувствовалось присутствие его друга, маленького волчонка, который стал частью его жизни и оставил глубокий след в сердце. Виктор каждую ночь выходил на прогулки, искал Лютого в облаках лунного света. Он думал о том, как их сердца стали близки друг к другу, и о том, как дикая природа всегда будет ближе, чем они когда-либо могли бы предполагать. Эта любовь, пересекшая барьеры, угасала навсегда, но без сомнений, его сердце всегда будет вне зависимости лететь к той дикой жизни. Эта история о природе, любви и бесконечной связи между людьми и животными оставалась в его сердце навсегда, записанной в их судьбах, как символ надежды для будущих поколений. В конце концов, истинная суть жизни состоит в том, чтобы быть открытым для любви и понимания, даже когда это значит покинуть привычные границы и позволить себе увидеть мир такими, какими они являются.